Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такие нежные серьги в технике фриволите иглой. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. А если вам понравится это видео, то поддержите, пожалуйста, его лайками. Список необходимых материалов, как обычно, в описании под видео. Для этой работы я взяла одинаковые нитки двух цветов и жемчужные бусины 6 мм. Ну что ж, начинаем! Оставляем небольшой хвостик и набираем узлы по схеме выше. Пико делаем маленькие, около 2 мм. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, для вас я оставляю ссылку на подробный урок по этой теме в описании под видео. Закрываем кольцо, но перед тем, как выполнить узелок, убедитесь, что ваша бусина проходит через него. Переворачиваем работу и выполняем узелок. Теперь выполним дугу вправо к пико, которое расположено через 4 узелка. Слева у вас должно быть пико через 6 узелков. Набираем 7 узлов, пико 2 узла. Присоединяем дугу к пико, не переворачивая работу. Выполняем дугу, 5 узлов, пико 5 узлов и присоединяем ее к следующему пико. Закрываем дугу, вновь не переворачивая работу. Теперь выполняем дугу симметричную первой. Нитку, идущую к клубку, можно отрезать, она нам больше не понадобится. Теперь сшиваем бусину в середину кольца.
Завязываем узелок, отрезаем вторую нитку и заправляем кончики в рядом расположенные узелки. Аккуратно отрезаем лишнее. Вот что у нас получилось. Я рекомендую сразу же выполнить вторую такую же деталь для второй сережки. Теперь берем светлую нить, оставляем небольшой хвостик и набираем 7 узлов. Выполняем соединение с первым элементом и набираем оставшиеся 5 узлов в пико 4 узла. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Теперь выполним дугу. Набираем 6 узлов в пико 4 узла. Закрываем дугу, переворачивая работу. Следующее кольцо нужно соединить с предыдущим кольцом и с первым элементом. Набираем 6 узлов. Выполняем соединение с предыдущим кольцом. Набираем 4 узла. Выполняем соединение с первым элементом. Набираем оставшиеся 4 узла, пико 6 узлов. Закрываем кольцо, переворачивая работу.
Теперь выполняем симметричные элементы. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Теперь выполним дугу из 9 узлов и присоединим ее к пико. Выполняем еще одну дугу, но в этот раз не присоединяем ее к пико. Набираем 5 узлов. Выполняем кольцо из 9 узлов. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Выполняем симметричные элементы. Выполняем соединение с первым кольцом. Отрезаем нитки и заправляем кончики в рядом расположенные узелки.
Нам осталось присоединить швензу. Вот и все, наши серьги готовы. Надеюсь, вам понравилось это видео. Буду рада, если увижу ваши лайки и комментарии. Кто еще не подписан, самое время это сделать. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем спасибо за просмотр и отдельное спасибо тем, кто поддерживает мои видео. На сегодня это все. Пока-пока!